Если бы вам предложили выбрать место в Солнечной системе, которое больше всего напоминает Землю, какой мир пришел бы на ум первым? Марс? Венера в далеком прошлом? Европа с ее подледным океаном? А что если правильный ответ находится почти в 1,5 миллиарда километров от Солнца и представляет собой спутник планеты с кольцами? Можно ли назвать похожим на Землю мир, где температура опускается до минус 180 градусов, где вместо воды с неба падает жидкий метан, а моря заполнены углеводородами, где солнечный свет настолько слаб, что даже днем царят сумерки? И почему именно этот мир многие исследователи считают одной из лучших природных лабораторий для изучения происхождения жизни? Чтобы ответить на эти вопросы, придется отправиться к Титану, крупнейшему спутнику Сатурна и одному из самых необычных объектов в Солнечной системе. История знакомства человечества с Титаном началась в 1655 году. Голландский астроном Кристиан Гюйгенс направил свой телескоп на Сатурн и заметил рядом с планетой маленькую светящуюся точку. В то время никто еще не знал, насколько необычным окажется этот далекий спутник. Несколько столетий Титан оставался всего лишь одной из многочисленных лун Солнечной системы. Астрономы могли определить его размеры, орбиту и некоторые физические характеристики, но поверхность оставалась полностью скрытой. Причина этой загадки выяснилась лишь в 20 веке. Наблюдения показали, что Титан окружен плотной атмосферой. Это открытие стало настоящей сенсацией. Среди всех спутников Солнечной системы только Титан обладал атмосферой, способной серьезно конкурировать с земной по плотности. Более того, она оказалась настолько непрозрачной, что скрывала поверхность от любых оптических наблюдений. На протяжении десятилетий астрономы строили догадки о том, что находится под этим оранжевым покровом. Некоторые предполагали существование гигантских океанов углеводородов, другие считали, что поверхность представляет собой бесконечные ледяные пустыни. Были даже версии о глобальном море, покрывающем весь спутник целиком. Первые серьезные ответы появились только в эпоху космических аппаратов. В 1980 году мимо Титана пролетел аппарат Voyager 1. Ученые надеялись увидеть поверхность, однако плотная атмосфера вновь все скрыла. Камеры показали лишь однородный оранжевый шар без каких-либо деталей. Для многих это стало разочарованием, но приборы зафиксировали нечто куда более важное. Выяснилось, что атмосфера Титана состоит преимущественно из азота, того самого газа, который составляет большую часть атмосферы Земли. Среди известных спутников такое было совершенно уникальным явлением. Более того, в атмосфере обнаружились метан, органические молекулы и сложные химические соединения. Фактически Титан оказался гигантской химической лабораторией. Сегодня известно, что его диаметр составляет около 5150 километров. Это больше, чем у планеты Меркурий. Если бы Титан вращался непосредственно вокруг Солнца, а не вокруг Сатурна, его вполне могли бы классифицировать как отдельную планету. Но размеры далеко не самое интересное. Главная особенность Титана начинает проявляться уже при первом знакомстве с его атмосферой. Давление на поверхности примерно в 1,5 раза выше земного. Человек, оказавшийся там в специальном утепленном костюме с кислородным оборудованием, не испытал бы проблем, связанных с разряженным воздухом, как это произошло бы на Марсе. Напротив, окружающая среда по давлению оказалась бы вполне комфортной. Конечно, комфорт – понятие относительное. Температура около минус 180 градусов быстро напомнила бы о суровой реальности. Большинство материалов становятся хрупкими. Вода превращается в твердый камень. Многие вещества, привычные для Земли в газообразном состоянии, существуют здесь в виде жидкостей. Именно это обстоятельство делает Титан настолько необычным. На Земле главную роль в формировании ландшафта играет вода. Она испаряется, образует облака, выпадает дождем, собирается в реки и возвращается в океаны. На Титане происходит практически тот же процесс, только вместо воды работает метан. В атмосфере формируются облака, затем начинаются осадки. Капли падают на поверхность, образуя ручьи и реки. Они впадают в озера и моря,
Затем жидкость вновь испаряется и возвращается в атмосферу. Получается полноценный климатический цикл, напоминающий земной. Долгое время существование такого круговорота оставалось лишь гипотезой. Все изменилось после запуска одной из самых успешных межпланетных миссий в истории. В 1997 году стартовал аппарат Cassini-Huygens. После почти 7-летнего путешествия он прибыл к Сатурну и начал исследование планеты и ее спутников. Именно благодаря этой миссии человечество впервые увидело настоящий Титан. Радиолокационные приборы смогли буквально просветить атмосферу и составить карту поверхности. То, что открылось исследователям, превзошло многие ожидания. На снимках появились русла рек, появились озера, появились огромные моря. Некоторые из них оказались больше Каспийского моря. Самое крупное получило название Кракеново море. Его размеры достигают сотен тысяч квадратных километров. Вода там отсутствует, и вместо нее плескается смесь жидкого метана и этана. Плавать там не рекомендуется. Это был первый случай в истории, когда за пределами Земли обнаружили стабильные крупные водоемы на поверхности другого мира. Постепенно карты становились все подробнее. Ученые увидели извилистые долины, дельты рек и береговые линии, удивительно напоминающие земные. Возникало странное ощущение, будто кто-то взял знакомые ландшафты нашей планеты и поместил их в экстремально холодную среду. Однако сходство не ограничивается только реками. На Титане существуют времена года. Один оборот Сатурна вокруг Солнца занимает почти 13 земных лет. Поэтому каждый сезон на спутнике продолжается более 7 лет. За это время меняется распределение облаков, происходят метановые ливни и перестраиваются погодные системы. Иногда наблюдаются настоящие штормы. В некоторых районах зафиксированы следы мощных потоков жидкости, способных существенно изменять рельеф. Для мира, находящегося почти в 10 раз дальше от Солнца, чем Земля, такая активность выглядит удивительно. Но еще более неожиданное стало открытие огромных полей дюн. Когда исследователи начали анализировать данные радаров, выяснилось, что значительную часть экваториальных районов покрывают длинные песчаные гряды. Их протяженность достигает сотен километров. Только состоят они не из кварцевого песка. Скорее всего, материалом служат сложные органические частицы, образующиеся высоко в атмосфере под воздействием солнечного излучения и космических лучей. Постепенно эти частицы оседают на поверхность и под действием ветра формируют гигантские дюнные поля. По площади они сопоставимы с крупнейшими пустынями Земли. В результате перед исследователями возник совершенно необычный мир. Здесь одновременно существуют моря, реки, дожди, пустыни и атмосфера. Все это выглядит знакомо и одновременно совершенно чуждо. Чем больше данных поступало от Кассини, тем чаще возникал вопрос, а что находится под поверхностью? Поначалу считалось, что ледяная кора Титана может быть относительно тонкой, однако дальнейшие измерения показали более сложную картину. Наблюдая за движением спутника вокруг Сатурна, ученые обнаружили признаки того, что внешняя оболочка способна слегка смещаться, независимо от внутренних слоев. Такое поведение трудно объяснить наличием полностью твердого тела. Постепенно появилась гипотеза о существовании глобального океана под ледяной корой. Если расчеты верны, то под десятками километров льда скрывается огромный резервуар жидкой воды, смешанный с аммиаком и растворенными веществами. Объем этого океана может многократно превышать объем всех земных океанов вместе взятых. Получается удивительная картина. На поверхности находится мир жидкого метана, под поверхностью может существовать мир жидкой воды. Именно здесь начинается один из самых интересных вопросов современной планетологии. Если жизнь способна возникать там, где есть вода, энергия и необходимые химические элементы, может ли подобная среда существовать внутри Титана? Пока ответа нет, но именно поиск этого ответа заставил ученых внимательно изучать спутник на протяжении последних десятилетий. Настоящий переломный момент наступил 14 января 2005 года. В этот день небольшой аппарат Huygens отделился от Кассини и начал спуск через атмосферу Титана.
Это была первая и пока единственная мягкая посадка на объект во внешней части Солнечной системы. В течение нескольких часов аппарат передавал данные о температуре, составе атмосферы, ветрах и условиях на поверхности. Постепенно сквозь оранжевую дымку начали проступать детали ландшафта. Мир, который человечество пыталось разглядеть более 300 лет, наконец показал свое оранжевое лицо. А пока аппарат снижался сквозь плотную атмосферу, его камеры передавали изображения, которые многие исследователи потом пересматривали десятки раз. Сначала были видны лишь расплывчатые светлые и темные области, затем появились контуры возвышенностей. Еще ниже стали различимы извилистые русла, напоминающие высохшие речные долины. Перед глазами ученых возник пейзаж, который одновременно выглядит знакомым и совершенно чужим. Когда Геогенс коснулся поверхности, он не утонул в океане и не провалился в слой мягких углеводородных отложений, как предполагали некоторые модели. Аппарат сел на относительно твердый грунт. Снимки показали округлые камни и гальку. Но это были непривычные земные камни. При температуре около минус 180 градусов водяной лед ведет себя совсем иначе. Он становится твердым почти как гранит, поэтому многие объекты, лежащие вокруг аппарата, фактически представляли собой ледяные валуны. Оказалось, что процессы эрозии работают здесь так же, как и на Земле. Потоки жидкости сглаживают края, переносят частицы и постепенно меняют ландшафт. Только вместо воды роль главного архитектора поверхности выполняет жидкий метан. Однако из самых интересных особенностей титана заключается в том, что он постепенно производит сложные органические вещества. Высоко в атмосфере солнечный ультрафиолет заряженные частицы магнитосферы Сатурна сталкиваются с молекулами азота и метана. В результате начинается длинная цепочка химических реакций. Возникает этан, ацетилен, пропан и множество других соединений. Некоторые из них настолько сложны, что исследователи до сих пор продолжают изучать механизмы их образования. Постепенно эти вещества оседают на поверхность в виде своеобразного органического снега. Каждый год на Титан выпадают миллионы тонн подобных частиц. Фактически спутник представляет собой гигантскую химическую фабрику, работающую уже миллиарды лет. Именно поэтому многие ученые называют Титан машиной времени. Когда на молодой Земле еще не существовало ни растений, ни животных, ни кислорода в современных количествах, атмосфера могла во многом напоминать среду, которая сегодня сохраняется на Титане. Конечно, условия были бы не идентичны, но некоторые химические процессы могли быть очень похожими. Астробиолог Джонатан Ланин однажды заметил, что Титан позволяет изучать химические этапы, которые могли предшествовать появлению жизни на Земле. Это одна из причин, почему интерес к этому спутнику не ослабевает уже несколько десятилетий. Однако здесь возникает важный вопрос. Если на поверхности присутствует огромное количество органических соединений, может ли там существовать жизнь? На первый взгляд ответ кажется очевидным. Температура настолько низкая, что большинство известных биохимических процессов просто не смогут работать. Вода находится исключительно в твердом состоянии, скорость химических реакций крайне мала. Для привычной земной жизни такая среда выглядит практически безнадежной. Но некоторые исследователи предлагают взглянуть на проблему иначе. Жизнь на Земле использует воду в качестве растворителя. Все известные организмы зависят от ее свойств. Но что если в других условиях природа способна использовать иной набор химических инструментов? В начале 21 века появились научные работы, рассматривающие возможность существования гипотетических организмов, основанных на совершенно другой биохимии. В качестве среды для таких форм жизни рассматривались метановые и этановые моря Титана. Пока это лишь теоретические модели. Никаких доказательств существования подобных существ нет. Однако сам факт того, что вопрос обсуждается серьезно, показывает уникальность этого мира. Интересно, что некоторые наблюдения породили дополнительные дискуссии. В нескольких исследованиях сообщалось о необычном поведении водорода и ацетилена возле поверхности. Эти вещества могли участвовать в неизвестных химических процессах.
Некоторые энтузиасты даже предложили наличие своеобразного метаболизма. Большинство специалистов относятся к таким выводам крайне осторожно. Для объяснения наблюдений существует множество небиологических механизмов. Тем не менее, подобные результаты еще раз напомнили, насколько мало мы знаем о происходящем на Титане. Куда более вероятным местом для поиска жизни считается не поверхность, а глубины спутника. Чем больше данных собрали исследователи, тем убедительнее становились аргументы в пользу существования подповерхностного океана. Судя по современным моделям, под ледяной корой может скрываться огромный слой жидкой воды. Если это действительно так, то условия там будут заметно отличаться от тех, что наблюдается снаружи. Толстая ледяная оболочка защищает океан от космического излучения. Внутреннее тепло спутника может поддерживать воду в жидком состоянии. Кроме того, контакт воды с горными породами способен создавать химические источники энергии. На Земле именно подобные условия существуют возле гидротермальных источников на дне океанов. Многие ученые считают, что такие среды могли сыграть важную роль в возникновении жизни. Конечно, никто пока не знает, есть ли подо льдом Титана какие-либо организмы, но сам факт существования потенциально обитаемого океана делает этот спутник одним из самых интересных объектов для будущих исследований. Любопытно, что по общему объему жидкости воды Титан может превосходить Землю, просто большая часть этой воды спрятана под десятками километров льда. Чем больше человечество изучало Титан, тем сильнее становилось ощущение, что перед нами не просто спутник Сатурна, а отдельный мир со своей геологией, климатом и историей. Поэтому неудивительно, что после завершения миссии Кассини начали обсуждаться новые проекты. Среди многочисленных предложений были подводные аппараты для исследования морей, воздушные шары для полетов в атмосфере и даже проекты плывучих станций. В конечном итоге победила идея, которая еще несколько десятилетий назад могла показаться научной фантастикой. Ученые решили отправить на Титан летающий аппарат. На первый взгляд это выглядит странно, но если внимательно посмотреть на условия спутника, решение становится вполне логичным. Плотность атмосферы здесь значительно выше земной, а сила тяжести составляет всего около 14% от земной. В результате летать на Титане намного легче, чем на нашей планете. По расчетам инженеров, человек с достаточно большими крыльями теоретически смог бы взлететь там исключительно за счет собственных мышц. Именно эти особенности легли в основу миссии Dragonfly. Этот аппарат напоминает большой многосевой дрон. После прибытия на Титан он должен будет перелететь между различными районами, изучая состав поверхности и следы химической активности. Фактически это будет первый в истории летательный аппарат, предназначенный для длительных перелетов в другом мире. Dragonfly сможет преодолевать десятки километров между точками посадки, выполняя задачи, которые были бы невозможны для обычных роверов. Главная цель миссии заключается не только в изучении поверхности. Ученые хотят понять, насколько далеко зашла химическая эволюция на Титане и существуют ли там соединения, способные приблизить нас к разгадке происхождения жизни. Некоторые исследователи считают, что данные Dragonfly могут оказаться не менее важными, чем результаты первых марсианских миссий. Возможно, именно там будут найдены ответы на вопросы, которые остаются открытыми уже много десятилетий. Но Титан интересует не только ученых. Периодически возникает вопрос о том, может ли человек когда-нибудь жить в этом мире. С первого взгляда идея кажется не очень веселой. Температуры смертельно низкие, дышать невозможно, до Солнца почти в 10 раз дальше, чем от Земли. Однако некоторые особенности Титана неожиданно делают его привлекательным кандидатом для будущих баз. Плотная атмосфера обеспечивает хорошую защиту от космической радиации. Давление на поверхности близко к комфортному для человека. Огромные запасы органических веществ могут использоваться в качестве сырья для химической промышленности будущего. Кроме того, наличие водяного льда означает практически неисчерпаемые запасы воды после переработки. Разумеется, подобные проекты относятся к очень далекому будущему, но сам факт того, что Титан иногда рассматривается как более удобное место для долговременного присутствия человека, чем многие другие объекты Солнечной системы, уже говорит о его необычности.
Когда люди впервые увидели через телескопы 17 века, он казался всего лишь тусклой точкой возле Сатурна. Сегодня мы знаем, что за этой точкой скрывается мир с морями, реками, дождями, пустынями и, возможно, гигантским океаном под ледяной корой. Чем больше мы узнаем о Титане, тем меньше он напоминает обычный спутник и тем больше становится похожим на самостоятельную планету. И, возможно, главный вопрос заключается даже не в том, существует ли там жизнь сейчас. Гораздо интереснее другое. Если когда-нибудь человечество сумеет понять историю Титана во всех деталях, не окажется ли, что этот далекий спутник хранит ключ к пониманию того, как жизнь появилась на Земле миллиарды лет назад? Когда говорят о морях Титана, легко представить себе что-то похожее на земные озера, только заполненные другой жидкостью. Реальность оказалась значительно интереснее. Благодаря данным Кассини ученые смогли составить карты северных районов спутника и обнаружили целую систему водоемов, размеры которых поражают даже по земным меркам. Самым крупным из них является Кракеново море. Его площадь превышает площадь многих государств Земли. По современным оценкам, глубина отдельных районов может достигать несколько сотен метров. Рядом находится море Лигеи и море Пунга. Все они сосредоточены преимущественно в северном полушарии. Поначалу исследователей удивило такое распределение жидкости. Почему крупнейшие моря находятся именно там? Ответ оказался связан с климатическими циклами Титана. Как и Земля, Титан имеет наклон оси вращения. Из-за этого происходят сезонные изменения. Только если на Земле полный цикл занимает 1 год, то на Титане смена сезонов растягивается почти на 3 десятилетия. За это время атмосфера успевает перераспределять огромные объемы метана между различными регионами спутника. Наблюдения показали, что уровень жидкости в некоторых озерах меняется. Одни водоемы постепенно увеличиваются, другие уменьшаются. В отдельных районах были обнаружены сухие впадины, очень похожие на пересохшие озерные бассейны. Получается удивительная картина. Титан обладает полноценной климатической системой, работающей по тем же фундаментальным законам, что и земная погода. Разница заключается лишь в том, какие вещества участвуют в этом круговороте. Иногда над поверхностью формируются мощные облачные системы. Некоторые из них растягиваются на сотни километров. Когда начинаются метановые ливни, они способны переносить огромное количество жидкости. После таких событий на поверхности появляются временные потоки, изменяется русло рек и происходят процессы, напоминающие сезонные паводки на Земле. При этом солнечной энергии Титан получает примерно в 100 раз меньше, чем наша планета. Казалось бы, этого недостаточно для активной метеорологии, но даже слабого солнечного нагрева хватает, чтобы поддерживать сложный обмен веществ между поверхностью и атмосферой. Не менее интересной оказалась атмосфера самого спутника. Если посмотреть на Титан из космоса, он выглядит как гладкий оранжевый шар. Такой цвет создают аэрозольные частицы, образующиеся в верхних слоях атмосферы. Эти частицы состоят из сложных органических соединений и постепенно оседают вниз. На протяжении миллиардов лет поверхность Титана буквально покрывается тонким слоем органического материала. Некоторые ученые сравнивают этот процесс с непрерывным выпадением химического снега. В результате образуется огромное количество веществ, которые на Земле рассматриваются как важные строительные блоки органической химии. В лабораторных экспериментах удалось показать, что под воздействием излучения смесь азота и метана способна производить довольно сложные молекулы. Именно поэтому астробиологи проявляют к Титану такой интерес. Когда речь заходит о происхождении жизни, исследователи неизбежно сталкиваются с одной проблемой. Земля постепенно меняется. Геологическая активность, движение литосферных плит, эрозия и биологические процессы уничтожали большую часть следов событий, происходивших 4 миллиарда лет назад. Титан в этом отношении напоминает архив, который сохранил некоторые процессы в гораздо более первозданном виде. Разумеется, он не является копией молодой Земли. Температуры слишком различаются, химический состав также не совпадает полностью. Однако отдельные механизмы образования органических соединений могут быть схожими. Некоторые исследователи даже называют Титан крупнейшим экспериментом природы по изучению пребиотической химии.
Интересно и то, что атмосфера спутника простирается на огромную высоту. Внешние слои достигают сотен километров над поверхностью. Из-за низкой силы тяжести молекулы удерживаются менее эффективно, чем на Земле. Однако постоянные химические процессы поддерживают сложную структуру атмосферы. Во время пролета в Кассини приборы зафиксировали образование тяжелых органических молекул уже на больших высотах. Это стало неожиданностью. Ранее многие модели предполагали, что подобные соединения будут возникать гораздо ближе к поверхности. Чем больше данных поступало, тем сложнее становился этот мир. Постепенно выяснилось, что Титан нельзя описать одной простой моделью. Здесь одновременно работают атмосферные процессы, геологическая активность, климатические циклы и химическая эволюция. Особый интерес вызывали признаки возможного криовулканизма. На Земле вулканы извергают расплавленные горные породы. На Титане температура слишком низкая для существования обычной магмы. Однако некоторые структуры на поверхности могут быть связаны с выбросами воды, аммиака и других веществ из глубинных слоев. Если такие процессы действительно существуют, они способны обеспечивать обмен веществ между подповерхностным океаном и поверхностью. Для астробиологов это крайне важный момент. Представим себе, что под ледяной корой действительно находится огромный океан. Если он полностью изолирован от внешнего мира, изучать его будет чрезвычайно трудно. Но если через трещины или криовулканические процессы часть материала периодически поднимается наверх, появляется возможность исследовать внутреннюю среду косвенными методами. Именно такие идеи лежат в основе многих современных проектов по изучению ледяных миров. Сравнение Титана с другими объектами Солнечной системы показывает еще одну интересную особенность. Марс часто называют главным кандидатом на поиск внеземной жизни. Европа привлекает внимание благодаря своему подледному океану. Энцелад выбрасывает в космос струи воды, которые можно анализировать без посадки. Но только Титан сочетает в себе плотную атмосферу, сложную органическую химию, активный климат и вероятный внутренний океан. Поэтому неудивительно, что многие специалисты считают его одним из самых перспективных направлений исследований 21 века. Есть еще одна деталь, которая редко попадает в популярные статьи. Если бы человек оказался на поверхности Титана и посмотрел вверх, небо не выглядело бы черным. Плотная атмосфера рассеивала бы свет даже несмотря на огромное расстояние от Солнца. Освещенность напоминала бы глубокие земные сумерки вскоре после заката. Само Солнце выглядело бы как яркое пятно, заметно больше звезды, но значительно меньше привычного солнечного диска. Сатурн при этом почти никогда не доминировал бы на небе так, как это показывают многие художественные изображения. Из-за особенностей орбиты и плотной атмосферы спутника увидеть кольца планеты с поверхности далеко не так просто, как принято считать. Реальный Титан значительно интереснее романтических иллюстраций. Это не мир гигантских колец над головой и не ледяная пустыня без движения. Это место, где идет собственная погода, текут реки, образуются облака, меняются сезоны и продолжается химическая история, начавшаяся миллиарды лет назад. Возможно, через несколько десятилетий аппараты нового поколения смогут пробурить ледяную кору или исследовать моря с помощью автономных подводных аппаратов. Возможно, однажды будут получены образцы вещества из-под поверхностного океана. Но уже сегодня Титан занимает особое место среди всех известных миров Солнечной системы. Когда-нибудь над его оранжевыми равнинами будут летать новые исследовательские аппараты. Возможно, по берегам метановых морей появятся автоматические станции. Возможно, человечество впервые заглянет в скрытый подо льдом океан. Но даже если этого не произойдет в ближайшие десятилетия, Титан уже занял особое место среди известных миров Солнечной системы. Потому что каждый новый факт о нем заставляет задуматься над гораздо более широким вопросом. Если природа смогла создать столь необычный мир рядом с нами, сколько еще подобных миров скрывается среди миллиардов планет нашей галактики? И сколько из них сейчас проходят через те же химические процессы, которые когда-то привели к появлению жизни на Земле? Ответов пока нет, но поразмышлять стоит. Именно поэтому Титан остается одним из самых интересных мест, куда когда-либо заглядывало человечество.